And we begin with the relentless threat from Hurricane Dorian, rapidly strengthening over the past 24 hours to a monster Category 5 storm, striking the Bahamas with 185-mile-per-hour winds and now heading towards the U.S. mainland. Друзья, 3 дня остается до урагана, как видите, уже такой ажиотаж начинается. Кто успел свалить, свалили. Дело в том, что из Майами, из Форт Лаудердейла, вообще из Южной Флориды сейчас уже не улететь. Если билеты не были куплены заранее, то уехать можно только на машине. Ну или на поезде. Если честно, не очень популярный транспорт здесь, его даже и не воспринимают как транспорт. Да, во время урагана Ирмы была обязательная эвакуация, потому что по прогнозам метеорологов и синоптиков, в общем, людей, которые занимаются всеми этими вопросами, ураган должен был ударить и ударил 5-й категории. Вот при 5-й категории по закону штата объявляется всеобщая эвакуация, что, собственно говоря, и было 2 года назад. И, по-моему, порядка 40-50% населения Майами уехало из Майами. Вот такой был в некоторых районах, вообще было настолько безлюдно, что казалось, что город просто вымер. Этот ураган Дориан, он пока что только 4-й категории, остается всего лишь 1 категория до того, чтобы стать ураганом, при котором необходимо будет эвакуировать все население. А вчера он был всего лишь 2-й категории, поэтому, в принципе, возможно, вероятность того, что он станет 5-й категорией, довольно-таки высокая. Так или иначе, как я уже сказал, уехать практически невозможно отсюда, улететь во всяком случае. Кто-то уезжает, кто-то нет. Но те, кто остались, они просто готовятся к урагану, укрепляют свои жилища, свои дома, свои квартиры, таунхаусы. Все генераторы уже за 3 дня до урагана разобрали, не осталось ни фонариков, практически ничего. Вот, все, что осталось, это вот кофе осталось, кофе обязательно. Вот, и вот эту вот канистру взял и 2. Еще спички. Вот видите, самые популярные, самые разбираемые товары это ДВП, ДСП, щиты для того, чтобы закрыть окна, двери, в общем, стеклянные части зданий. В общем, минут 15 спустя вспомнил, что лопата еще нужна, и взял мешки. Мешки, они вообще как бы trash bags для мусора, но такие heavy duty и очень полезные, потому что туда засыпают песок или землю, в основном песок, ибо тут его много, и они очень полезны, когда речь идет именно об укреплении дверей или вообще входов в здание, окон. В основном двери укрепляют, гаражи, просто входные двери, чтобы вода не попала. То есть мы будем склад тоже сейчас подготавливать к пришествию Дориана. Интересный факт, в самой большой очереди выстраиваются не к заправкам, не к магазинам, где можно купить питьевой воды или жизненно необходимых продуктов, товаров, когда включат электричество, а к ликероводочным магазинам, liquor stores. Да, тут в принципе все с полок сметают, все спиртное. Что я планирую делать? Планируем сегодня, закупиться как можно больше, потому что завтра, я думаю, в магазинах практически все сметут, останется всего день-два до урагана. Предположительно, зайдет он сюда в понедельник. И что еще? Попробую достать где-то газовую конфорку. Если не получится, буду вот на углях. Если не будет электричества, буду на углях жарить. Вот во время урагана Ирма, когда он ударил по Майами, произошло это в сентябре 2017 года, Санни-Айлс очень сильно пострадал. Санни-Айлс, кто не знает, это район, где сосредоточено огромное количество русскоязычных жителей. Это одна из самых крупных русскоязычных комьюнити на территории США. Так вот, ударил он настолько сильно, что район пришлось закрыть. То есть в течение 3 дней на Санни-Айлс нельзя было въехать на машине, выехать на машине. Люди они вынуждены были передвигаться пешком. Многих из них не было электричества. В общем, был такой дурдом. И я последствия этого урагана... Вот последний день до того, как открыли, Санни-Айлс поснимал дроном, и вот, собственно говоря, как он выглядел после урагана.
На моей памяти вот с 2004 года я живу в Майами. Самый разрушительный, самый неприятный ураган, и после которого электричества в некоторых районах не было аж почти месяц, насколько я знаю. Это был ураган Уилма 2005 года. Вот как раз в том году, когда была Катрина, это такой был самый, наверное, разрушительный год по части стихийных бедствий. Вы знаете, что многие знают, что произошло с Новым Орлеаном после того, как по нему ударил этот ураган Катрина. Так вот, Катрина здесь сильно не побушевала, пошла потом уже в Мексиканский залив, и там, набрав силу, набрав мощь, потому что ураган набирает мощь именно в океане, ударила по Новому Орлеану, по Луизиане. Так вот, Уилма здесь натворила бед немало, валялись машины перевернутые, были даже комендантские часы, порядка недели, наверное. Вот в какое-то время дня, по-моему, на целый час или два было запрещено выходить на улицу, во всяком случае на Саус-Биче это было. Было много мародеров, потому что пострадали магазины, были разбиты витрины, нет было электричества, не работала сигнализация. В общем, был такой, хаос еще тот. Вы знаете, вот надо отдать должное властям США, они очень быстро с этим справились. Вот эти коммунальные службы навели порядок очень быстро, дали электричество в максимально сжатые сроки. Так вот, посмотрим, что будет с этим ураганом. К сожалению, Майами вот платит цену за то, что находится в таком благоприятном с точки зрения климата регионе. Это единственный город в тропическом поясе, единственный город на территории континентальных США, который находится в тропиках. Буквально чуть-чуть на 20 миль выше уже начинаются субтропики. Влажность здесь климат, но все равно тропики. И вот за вот такую жизнь в тропиках приходится платить иногда довольно-таки большую цену. И вот она выражается в частности в том, что каждый год практически здесь, можно сказать, такая лотерея, ударит, не ударит. Как видите, все мои соседи уже забаррикадировались по максимуму, кто-то даже второй этаж укрепил. Я, наверное, первым ограничусь, тем более у меня крепления на втором нету, поэтому пора укреплять свою крепость и готовиться к урагану Дориан. This is what the aftermath of a Category 5 hurricane looks like. Dorian has just ravaged portions of the Bahamas with torrential rainfall and wind gusts of over 200 miles per hour. This right here is what we're in. According to the Red Cross, an estimated 13,000 homes are damaged or destroyed in the Bahamas, which is home to nearly 400,000 people. Overwhelming storm surge has swallowed entire neighborhoods. Video shows water that is waist deep and much higher in some locations, stretching for miles across the Abaco Island. Вот, собственно говоря, и день, когда ураган должен был сюда прийти, настал. И, как вы видите, в Майами, скорее даже в Форт Лаудердейле, где я живу, собственно говоря, ничего не происходит. То есть ураган обошел стороной, что не может не радовать. Однако то, что произошло на Багамах, это, конечно, просто жесть. По сути, два острова. Вот посмотрите видосы, которые я накачал. По сути дела, два острова, Абако и Гранд Багама Айленд. Но их практически стерло с лица земли. Там
одна какая-то большая свалка. И очень обидно, потому что Багамы это государство, которое не обладает такими большими финансовыми запасами, у них резерва особо нету на то, чтобы восстанавливать острова. Они и без ураганов-то концы с концами сводят. За счет туризма только выживает. В общем, будем надеяться, что все обойдется. Уже тут собираются отряды, помогают. Из Америки, со всего мира уже начинают открывать на Фейсбуке, в общем, кучу всяких фондов, компаний запускать по сбору средств. Что касается прогноза, в принципе, прогноз, который составили, их там несколько было моделей, но он, в принципе, совпал с реалиями, за исключением только того, что никто не ожидал, что ураган будет двигаться с такой медленной скоростью. На территории Багамах, вот им Grand Bagam Islands, он двигался с скоростью 1 миля в час. То есть это очень-очень медленно, учитывая, что его категория, скорость ветра была 175 и достигала, вот порывы ветра достигали 220 миль в час. Это очень разрушительный ураган, и двигаясь с такой скоростью, он, по сути дела, в течение 24 часов трепал, рвал металл, все, что можно на этом небольшом, ну, сравнительно небольшом Grand Bagam Island, не самый большой остров, и там населения достаточно, то есть очень много людей сейчас, по-моему, порядка 14 тысяч домов пострадали, либо полностью разрушены, либо частично. Очень много, 65 тысяч людей на Багамах вообще без питьевой воды, то есть ситуация там реально катастрофическая. Вот тот факт, что он двигался с такой медленной скоростью, конечно, добавило разрушений намного больше, чем все эксперты прогнозировали. А что касается сейчас, вот он уже стих до 3-й степени. И, скорее всего, что касается дальнейшего продвижения, скорее всего, будут просто какие-то тропические дожди на территории Флориды, Джорджии. Я не думаю, что он наберет силу в океане, хотя всякое может быть. Вот, например, с Катриной в 2005 году произошло именно так. Но вот с этим явлением, с ураганами, мы, жители Майами, жители Флориды, жители юго-восточных штатов, сталкиваемся довольно-таки часто, практически каждый год. Поэтому в этом выпуске, я надеюсь, вы какое-то представление получили о том, что здесь происходит. Вот именно в этот сезон ураганов. Начинается он, кстати, в августе, иногда в июле, заканчивается примерно в ноябре. И вот за это время ураганы могут быть, может вообще не быть урагана, может быть там 5 подряд, допустим, и все сидят и надеются, что этот ураган не ударит по тому городу, где они проживают. В общем, это была серия про ураганы, просто пользуясь случаем, хотел вам показать, с чем мы сталкиваемся здесь. Извиняюсь, что не было долго выпусков на канале. Сейчас я вернулся из Польши, там поснимал. Был в Дании, там поснимал. Также Японию закончу, скоро Италия будет. В общем, контента много. И, кстати, надеюсь, я вот этот вопрос с монтажом решу в ближайшее время, потому что времени не хватает, но нашел человека, который мне будет помогать. Это был проект Резидент. Подписывайтесь на канал и скоро увидимся.